Глава 4. Ночное происшествие. С момента, как призрак покинул воды архипелага, дни на корабле тянулись мучительно медленно. Словно время здесь текло по-другому. Вокруг Мейфлауэра стояла бесконечная водная гладь. Радовала только погода. Солнце светило ярко, дул попутный ветер, высоких волн почти не было, так что морская болезнь совершенно позабыла о Винсенте. Днями напролет он сидел на палубе и вглядывался в причудливых существ, плавающих вблизи корабля. Матросы называли их дельфинами. Еще он видел ската, настоящую тигровую акулу и летающих рыб. Последние выныривали из воды, расправляли свои красные плавники, похожие на крылья, и парили в воздухе. Винсент попытался зарисовать необычные создания. Вышло не очень, зато понравилось Британи. Со скуки он начал писать особый альманах, посвященный обитателям морских глубин, но, покорпев над своим новым детищем несколько дней, бросил дурацкую затею. С Дарреллом они виделись только в каюте капитана. После ужина лейтенант уходил к своим людям. Солдаты в красных мундирах не обращали на Винсента особого внимания, а вот гражданские, имевшие, судя по всему, дурную и подмоченную репутацию, набранные бывшим другом лично среди закоренелых пьяниц, отъявленных бездельников и мелких воришек, внимательно следили за каждым его шагом и словно тени следовали за ним по пятам. Они не стеснялись отпускать в адрес молодого аристократа грязные шуточки, не отказывали себе в удовольствии из-под тишка толкнуть плечом или подставить ногу. Несмотря на то, что серый лис всегда был при нем, он побаивался Даррелла и его бандитов. После отплытия с Азорских островов плавание стало для Винсента настоящим испытанием. Отношения с Британи портились на глазах, ссоры нередко заканчивались взаимными претензиями и обидами. Стоило им поругаться, как она тут же убегала к Дарреллу и велась вокруг него виноградной лозой. Казалось, девушка наслаждалась обществом бравого вояки. Долгими вечерами, сидя в своей каюте и испытывая чувство ревности, Винсент предавался воспоминаниям их прошлой с Британи жизни. Настрадавшись вдоволь, он захаживал на камбус к Бобу и, стараясь утопить свое плохое настроение в кружках с ромом и вином, надирался до чертиков. По утрам доктор Фиджеральд отпаивал его своими чудодейственными настойками. Как-то раз, после очередной ссоры, Винсент стоял на палубе и насвистывал себе под нос простенькую матросскую песенку. Британи подошла и обняла его. Хоть Винсенту было приятно, но он вырвался из ее объятий, изобразив неприкрытую обиду. «Что тебе нужно?» — огрызнулся он. Улыбка на ее лице померкла. «В чем твоя проблема, Винсент? С тех пор, как мы отплыли, ты ведешь себя странно». «Если бы ты не крутилась вокруг Даррелла, как влюбленный щенок, то заметила, что на корабле небезопасно». «Опять ты за старое! С чего ты взял, что люди Даррелла представляют угрозу? Мы находимся в океане почти 4 недели, и, как видишь, со мной ничего не случилось. Собственно, как и с тобой. Будь у них хоть малейшее желание навредить нам или ограбить, они давно бы...» «Посмотришь, так и будет!» «Винсент, поверь, для этого у них была куча возможностей. Признайся, ты просто не можешь смириться с тем фактом, что я хорошо провожу время, и, в отличие от тебя, не трясусь от страха и ревности». Винсент почувствовал вспышку гнева из-за ее пренебрежительного тона. «Да ты действительно отлично проводишь время с Дарреллом, а не со мной!» «Даррелл относится ко мне с уважением, в отличие от того, кого я раньше знала. Куда делся тот молодой человек, который безгранично доверял мне и моим чувствам?
«О, так Даррелл лучше меня!» Британи пожала плечами. На ее губах появилась ухмылка. Он определенно лучше, чем псих, который спит не со мной, а с пистолетом. Солнце скрылось за тучами. Днем стало темно, как ночью. Ее слова задели Винсента до глубины души, вонзились в грудь кинжалом, оставив на сердце глубокую рану. «Я пожертвовал ради Британи своей семьей, работой и домом. Если потребовалось, отдал бы жизнь. Да как у нее язык повернулся сказать мне такое? Неужели я обманулся?» «Ты прекрасно знаешь, Серый Лис нужен, чтобы защитить нас!» Собрав остатки своей воли и терпения в кулак, он все еще надеялся вразумить Британи. Дал ей шанс одуматься и послушать его, чтобы она не натворила глупостей и не поддалась искушению. Защитить от кого? Винсент, приди наконец в себя! Тут все друзья! Он почувствовал вспышку гнева. Злость, скопившаяся внутри, вырвалась наружу. «Ты просто дура, если так думаешь!» Его ладонь скользнула по ее лицу, оставив на щеке яркое розовое пятно. Британи прищурилась. Меня тошнит от тебя и твоей ревности, Винсент. Вы с Марго одинаковые. Вечно контролируете каждый мой шаг. Наверное, позабыли, что это моя жизнь, а не ваша. Может, вам стоит держаться от меня подальше? Винсент стоял и слушал ее, открыв рот, когда первая дождевая капля попала ему на лицо. «Возможно, я так и сделаю», — осклабился он. Поступай, как знаешь, но не жди от меня покорности. Она развернулась и пошла прочь. Сконфуженный и взбешенный, он крикнул ей вслед. «Да кто ты такая, чтобы говорить со мной в подобном тоне? Ты мне даже не жена!» Британи не ответила ему. Винсент не стал ее догонять. «Проваливай к своему Дарреллу!» Он махнул рукой и направился к себе в каюту. Обида усиливалась вместе с корабельной качкой. За окном сверкали молнии, в стекло барабанил дождь. Призрак содрогался под натиском волн, разбивавшихся о корпус Мейфлауэра. Винсент схватил с полки недопитую бутылку рома, лег на кровать и задернул занавеску. Внутри каюты царила темнота. При малейшем шорохе он хватался за пистолет, крепко сжимая рукоять Серого Лиса, который, в отличие от хозяина, спокойно лежал под подушкой и ждал своего часа. Винсенту казалось, что Даррелл замышляет коварный план, хочет заполучить Британи и его имущество. Он думал, будто все плывущие на корабле ненавидят его, считают слабаком, психом, а, возможно, кем-то похуже. После слов бывшего друга о краденных деньгах даже капитан Вольт начал искоса посматривать на него. Правда, тему эту старый морской волк никогда не поднимал. Исключением оставались Боб и Фиджеральд. Они были свидетелями разыгравшейся потасовки в каюте капитана, слышали все, что Даррелл и его люди наговорили ему на причале Сан-Мигеля. С тех пор Кок и доктор стали его настоящими друзьями. Лишь им мог доверять Винсент. К Марго оставалось много вопросов. Он не знал, что происходит между подругами, но последние слова Британи намекали на то, что девушки поссорились. Был ли причиной их ссоры Винсент? Возможно, ему стоило бы попытаться поговорить с подругой откровенно, но он не решался, потому как видел ее с сержантом Даррелла. Оставалось гадать на кофейной гуще. За всеми этими размышлениями он не заметил, как приговорил весь ром и забылся крепким сном. Несмотря на небытие, в котором находился Винсент, тревожные ощущения не покинули его.
Ему снились кошмары. Даррелл посылает к нему человека, чтобы тот убил его. Даррелл втыкает свой боевой нож ему в сердце. Даррелл находит мешок с деньгами, садится в лодку и бежит с корабля. В объятиях друг друга Британи и Даррелл падают в постель и занимаются любовью. Винсент проснулся, вскочил с кровати, почувствовал на лбу капли холодного пота. Неужели я впрямь схожу с ума? За дверью скрипнула палубная доска. Винсент отодвинул занавеску и затаил дыхание. Теперь он отчетливо слышал, как снаружи кто-то ковырял дверной замок. Сердце бешено застучало. Медленно он потянулся к подушке, под которой лежал пистолет. Как только дрожащие пальцы нащупали лакированную ручку, Винсент выхватил огнестрел, направив дуло в сторону двери. Прошла секунда, прежде чем та распахнулась, и на пороге появился крупный мужской силуэт. Полумрак скрывал личность непрошенного гостя, державшего в руках что-то непонятное и большое. «Дежавю», — подумал Винсент, вспомнив недавний сон. Он не дрогнул. Палец надавил на спусковой крючок, но вместо выстрела раздался глухой щелчок. Описать то, о чем в этот момент подумал стоящий в дверях каюты человек, было невозможно. Но то, что ощутил Винсент, было сродни выстрелу себе в голову. В груди все сжалось. Он испытал животный ужас, от которого волосы на голове встали дыбом и зашевелились. Серый лис подвел его. Предал хозяина, когда тот оказался между жизнью и смертью. Страх, живший внутри Винсента, вновь проснулся. Невидимые, леденящие душу щупальца пришли в движение и расползлись по всему телу. Они пронзали мышцы, сжимали внутренности, пока не обвились вокруг его горла. Пистолет выпал из руки на пол. Не в силах закричать, Винсент забился в угол и замер в ожидании неизбежного. Он был еще жив, но уже ощущал себя мертвецом. Грохот посуды накрыл каюту. Запахло облепихой и медом. Темный силуэт медленно сполз к полу, спиной опершись на дверной косяк. «Ничего себе!» — пробасил знакомый голос. Кок молчал и не двигался. На искривленном лице Боба застыла растерянность. «Ты чего удумал, друг? Я только и сделал, что принес тебе чай». Они молча сидели, погруженные в свои мысли, пытаясь прийти в себя. Постепенно рассудок начал возвращаться к Винсенту. В памяти отобразилось все, что произошло. Он потер глаза, как будто хотел стряхнуть с себя дурной сон. «Овальное лицо? Ты что ли?» Дрожащим голосом пролепетал Винсент. «Я? Кто же еще? Вечером ты не пришел на ужин, и капитан поручил мне узнать, как ты себя чувствуешь. Попросил зайти к тебе и угостить моим фирменным напитком». «Боже, Боб, я чуть не убил тебя!» Винсент потянулся за лежащим на полу пистолетом. «Какого черта ты ковырял замок моей двери? Не мог просто постучать?» «Ну, обычно ты пьян». В подтверждении своих слов Кок кивнул в сторону пустой бутылки, валявшейся на койке Винсента. «Я подумал, что ты спишь. Решил сам открыть каюту ключом, который дал мне капитан. Откуда мне было знать, что у тебя есть пистолет? Ты никогда мне не рассказывал о нем». «Да, глупо вышло». По лицам обоих скользнули улыбки.
После оба засмеялись и уже совсем скоро гоготали нездоровым смехом.